Дорогие мои, приветствую вас. Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». Я создатель и ведущая этого канала Екатерина Варади. Сегодня 67-й день с тех пор, как ушел Ваня, наш младший сын. Это произошло 1 мая 2026 года. И вот опять я начинаю выпуск, пока не зная, что будет являться его главной мыслью, какое я дам ему название, потому что это же дневник, свободная форма. Мысли у тебя много в течение дня, они смешиваются очень хорошо, когда их проговариваешь именно вот таким образом на видео, потому что тогда что-то вырисовывается, и тогда и для себя я делаю тоже какие-то выводы и думаю, могу помочь вам. Сегодня мы вернулись с дачи. Вечером только. И день тоже был непростой. Он был, пожалуй, попроще вчерашнего, потому что все-таки мы уже привыкли к тому, что вот на даче без Вани. Но мы таки сегодня сходили в ресторан, в который вчера не смог сходить муж. Он, видимо, тоже понял, что нет, понимаете, нет вариантов. То есть ты не можешь переехать куда-то и сократить полностью свой круг общения до минимума. То есть долго если ты один, то, возможно, сможешь. Но если у тебя есть дети, если у тебя есть друзья, если тебе нужно там что-то праздновать с кем-то, то все равно рано или поздно придется туда прийти. Наверное, лучше пройти через это раньше. Мы пошли в ресторан, где, в общем-то, нас спросили, как дела. Мы сказали, все окей, спросили, почему вас так долго не было, мы сколько вас давно, уже года 2 не было видно, мы говорим, да, вот мы уезжали. Куда? Мы сказали, в разные места, по делам, то есть нас не спросили про Ваню. Я думаю, что просто потому, что мы были в расширенном составе, то есть обычно наша семья ходила раньше, там чаще всего там втроем, вчетвером, только с детьми. Иногда присоединялась вот Настя, невеста моего сына, но в основном все-таки они вот знали состав нашей семьи. Сегодня была еще моя подруга. То, что Вани не было, они могли подумать, что просто человек не смог, потому что он взрослый уже. И мы, безусловно, не стали рассказывать, что вот, да, у нас плохо дела, потому что ушел Ваня, потому что, не были в таком состоянии. И потом мы поели, нормально, все прошло хорошо. Мы даже Джека взяли в ресторан, и он вел себя прилично. То есть мы его стараемся подготовить к нашему отпуску, куда мы его берем с собой. Все прошло очень хорошо. Потом сын с невестой и с моей подругой уехали, потому что им нужно было вечером к 8 быть в Будапеште. Мы с мужем тоже были на разных машинах. Он уехал домой, потому что ему нужно было заехать за абрикосами, а я поехала за малиной к бабушке, у которой мы тоже малину берем. Я не знаю, сколько, последние лет 10, наверное, точно. Вы знаете, за что я вообще люблю? Наверное, это в каждой стране есть, но вот я очень люблю Дёндиш, вот место, где у нас дача, городок рядом с которым дача, там много деревушек разных, много людей, у которых там, у кого абрикосы, у кого персики, у кого там малина. И тебя знают, ты знаешь, и ты приезжаешь как вот в такое уютное место, как ты в книжках читаешь, когда все друг друга знают, и можно поболтать, побеседовать. В Будапеште, вообще в столицах ты об этом забываешь. Все живут, ты мало кого знаешь, вот у нас на улице Радой, где у нас галерея, более-менее эта атмосфера сохранилась, потому что у нас еще на улице достаточно много ресторанов, магазинов, которые держат семьи. Поэтому мы знаем там всех уже тоже лет 30. И там эта атмосфера тоже немножко есть. Но вот на данный момент, когда ты приходишь с такой новостью, как вот у нас, это как раз играет абсолютно неожиданную роль. То есть это оборачивается против тебя. Потому что я поехала к бабушке к этой, но она достаточно старенькая, и я немножко надеялась на то, что она забудет спросить про Ваню, либо она перепутает Ваню с Сашей. Хотя на это было надежды мало, мы все время с Ваней ездили к этой бабушке, и Саша был только иногда.
И иногда муж мой приезжал, иногда Миша, который работает у нас в компании, но как-то чаще всего это был Ваня. И она Ваню очень сильно любила всегда. То есть она его выделяла, она ему готовила отдельно там порции, там то малины, то абрикосов, то того, что у нее было, там какие-то фрукты. Вот абсолютно очаровательная бабушка, божий одуванчик на вид. И, кстати, она действительно божий одуванчик, то есть она верующий человек, она просто замечательная. И малину у нее я подобное не видела, потому что, оказывается, в свое время в Венгрии были, так сказать, государственные плантации малины, и на них засевали, в свое время сажали специальный сорт малины, какой-то особый душистый сорт. И ее муж, который работал вот в этом питомнике малины, он себе тоже взял рассаду. И вот эта малина, она на самом деле с тех пор пропала, потому что государственные предприятия все закрылись, и уже вообще непонятно где. Я такой малины ни на рынках нигде не видела. Вкус у нее потрясающий, запах вообще феноменальный, она крупная, она так и называется, у нее какой-то сорт, называется душистая, вот что-то там такое душистое, какое-то фантазийное имя, и слово душистое прибавлено. И, естественно, ездим мы только туда, потому что эту малину можно есть немытой, и как раз ее нужно есть немытой, чтобы почему-то вот ее считается, что не надо мыть. Мы ее едим немытой, и с нами ничего не происходит. И я эту бабушку очень люблю. Вот честно, и молюсь за нее всегда, и она за меня, потому что она верующий человек. И вот приезжаю я такая, и она взвешивает малину, мы перекладываем ее в коробки, и вроде, думаю, пронесет сейчас, ничего не скажет. И тут она говорит, ну, а у Вани как дела? И тут я, конечно, ей говорю, эта бабушка начинает рыдать. Вот она говорит, как вам вообще могло такое быть? Ну, мне, естественно, пришлось изложить всю эту историю. Она просто плакала, видно, что она очень старается не плакать, но у нее прям губы дрожали, и все, и, конечно, это было и ей тяжело, и мне тяжело, мне было ее жалко, нас жалко, и, ну, правда, она сказала мне такую утешительную вещь, она говорит, ты знаешь, говорит, я верующий человек очень, я всегда верю в Бога, я за всех молюсь, я считаю, что даже за плохих людей надо всегда молиться, потому что они Божьи дети, и никогда я стараюсь не держать обид, и плохого ничего не говорить. Вот он действительно никогда ни о ком плохого ничего не сказал. Знаете, есть люди, которые там вот говорят, вот этот такой, этот сякой. Она единственное, что говорит, вот очень часто обманывают, и когда продают малину, например, наверху кладут хорошие ягоды, а внизу уже такие сгнившие. Это действительно было такое, я очень много с таким встречалась. Но в основном вот о людях она никогда плохого не говорит. И вот когда я ей про Ваню рассказала, она говорит, ты знаешь, а у меня было такое видение удивительное. Я вот вышла из, там у нее такой типа погреба. В Венгрии они часто эти погреба не так делают, как у нас под домом, а они отдельно выкапываются в земле, такой полуподземный погреб. Вот я, говорит, выхожу из погреба, и вдруг, говорит, я ощущаю какое-то такое странное сияние, музыка и голоса неземные. И поднимаю голову, и вижу множество ангелов, и на троне сидит человек такой с седой бородой, и я понимаю, что это Бог. Но он не такой, как его обычно изображают на иконах и на картинах. Но ты ощущаешь, что это Бог. И это совершенно были замечательные чувства, это видеть, вообще голоса у этих ангелов. И вот так хотелось туда прямо уйти. Она говорит, ты знаешь, ты первая, кому я рассказываю, кроме своей семьи, потому что это не то, чем обычно делится, это очень такое интимное переживание. И мы, конечно, тут поговорили о том, что я тоже нахожу только в Боге себе утешение. Это как, вы знаете, вот опять же, мы с этой бабушкой встречаемся там 3 раза в год, мы с ней не особо общаемся в другое время, но это человек, который мы друг у друга заключены в сердце. То есть это вот то общение на уровне духа, для которого не важны ни расстояние, ни время. И потом я поехала домой, нормально, то есть я там не плакала, ничего. Единственное, что, конечно, вот родители у меня не в очень хорошем состоянии, они вчера были на кладбище у Вани, и они очень стараются, но у них не получается не горевать или горевать не сильно, то есть мама говорит, у меня, говорит, прям периодическое ощущение, что я с ума схожу, все время это у меня внутри бродит. И мне их безумно жалко, мне мужа очень жалко, потому что я тоже вижу, что он страдает. Но вы знаете, вот тут приходит момент, когда ты понимаешь, что
тяжела не только потеря, но тяжело при этом еще и жить в семье, потому что каждый горюет по-разному, и ты только-только успеешь себя ввести в какое-то состояние равновесия, хоть какое-то, потому что очень тяжело, но я же мама, да, я через это все прошла. То есть мне требуется огромное количество душевных сил для того, чтобы сохранять душевное равновесие, что-то делать мне очень помогает, как я вот не устаю говорить каждый раз, вот этот вот мой канал, вообще все, что я делаю, я стараюсь быть занятой, я стараюсь всех утешать, всех поддерживать, но мне это очень тяжело, и я чувствую, что это становится тяжелее все больше, потому что, наверное, есть какая-то душевная усталость вот от этой боли. И плюс еще, конечно, вот сам канал, я же новичок абсолютный, то есть мне все занимает у меня очень много времени создать обложку, потому что эти обложки тоже YouTube дает свой рейтинг, и иногда я совершенно не понимаю алгоритма, то есть вот вроде 2 картинки, и за одну тебе дают рейтинг там 30, а за другую 90, и они в принципе абсолютно почти идентичны, но потому что вы видите, что у меня есть стилистика обложек канала. И там вот вчера я часа 2 провела для того, чтобы прежде чем смогла сделать приличную обложку. Хотя, казалось бы, иногда сам вот это АИ, которая ютубовская собственная, оно иногда это искусственный интеллект, он говорит, что я сам не понимаю, почему, что за система, что за алгоритм счета, вот ты делаешь все, что я тебе сказала, а баллов становится ниже. То есть, просто вот иногда просто цифры с одного места на другое справа налево переводишь с названием, и вдруг тебе там подскакивает твой рейтинг. Надо понимать, что значит алгоритмы. Я не гонюсь за миллионами просмотров, но мне хочется, чтобы люди, которые потеряли своего ребенка, находили этот канал. Соответственно, для этого мне нужно ставить соответствующие теги, соответственно, делать описание, нужно создавать плейлисты. То есть, вот куча всяких служебных дел, и они у меня занимают кучу времени. Я перевожу, я редактирую субтитры, потом эти субтитры переводятся на 5 языков, то есть это все занимает время, особенно вот на даче, там вчера видео загружалось 3 часа, и оно не вышло в обычное время, и мне уже пишут в мессенджер: Катя, ты жива? У тебя видео не вышло, что с тобой случилось? То есть я поняла теперь, что мне, если да, даже действительно люди, видимо, смотрят, привыкают уже ко времени, уже начинают волноваться. И я понимаю, что это сейчас уже и моя обязанность, и я так сама хочу. Но если мне придется отдохнуть, то мне надо заранее будет, если я решу отдохнуть, то мне заранее надо будет сообщать об этом. И вот сегодня я достаточно долго думала, что это за чувство, которое меня сейчас охватывает, почему... Да, забыла вам сказать, что я когда приехала вечером с дачи, я просто легла, я стала править субтитры вчерашнего видео, потому что на даче он их никак не публиковал, YouTube. Вот. И я просто заснула, я вырубилась, потому что сплю я очень мало в последнее время. И вот эта общая усталость, она накапливается. Я уже говорила, что когда ты переживаешь страх за человека и потерю, горе, ты чисто физически ощущаешь безумную усталость. Вот это, знаете, удивительная вещь, что можно как бы пролежать полдня в кровати или просто там делать обычные дела, и ты физически очень сильно устаешь, как будто ты грузил вагоны какими-то тяжелыми мешками. Я думаю, что вот это вот отсасывание такого духовных сил, знаете, я долго думала, с чем это сравнить, и я поняла, с чем. У меня в свое время я покупала машину, это была, пожалуй, единственная машина в моей жизни, которая была прям такой люксовой категории, это был Lexus, тогда только появились электрические машины, и он был смешанный, по-моему, электрический с бензиновым, то есть гибрид. И в связи с тем, что он был весь из себя навороченный, то есть у него там белые сиденья, и я проклеила все с этими белыми сиденьями, потому что вот заходишь в машину, надо сразу с тряпкой все протирать. Собака, да, вот это все. Кстати, у меня, по-моему, тогда еще даже Джека не было. Но вот сейчас это для меня абсолютно исключение. Там, конечно, все было очень красиво, очень удобно, все блестело, все сияло. И в связи с тем, что Лексусы у нас воровали, мне посоветовали установить на нее такую фигню, которая отслеживает, где машина находится, то есть ее не могут угнать. Только они меня не предупредили, с моей точки зрения, специально, чтобы поставила я эту дорогую достаточно вот эту сигнализацию. Они меня не предупредили, что в подземных гаражах
нельзя оставлять машину, потому что все время, пока машина стоит в подземном гараже, она ищет сигнал интернета, сигнал спутника. А в подземных гаражах она его не слышит. И вот она настолько долго его ищет, что если у тебя машина простояла, скажем, сутки в подземном гараже, то у тебя разряжается аккумулятор. И я первые недели своего существования постоянно вызывала вот с этой машиной. Постоянно приходилось вызывать трейлер, чтобы мне эту машину вывезли из подземного гаража, потому что ее еще там как-то нельзя было с крокодилами зарядить спокойно. Я уж не помню в связи с чем. В общем, я помню, что эти постоянные трейлеры, которые приезжали, вывозили меня из гаража, потом каким-то образом подключали все-таки этот аккумулятор, и мне приходилось час ездить по городу для того, чтобы ее зарядила. То есть здесь я от этой машины, от этой вот штуки, которая, как только я поняла, мне через некоторое время они признались, в чем проблема, я просто, эта штука не отключалась. Ее надо было только снимать. Я ее сняла, сказала, мне просто вот не стоит это того. Пусть лучше сопрут у меня ее, в конце концов, если кому-то так надо, но просто невозможно. Вот, и почему я так подробно рассказала об этом, потому что вот это ощущение у меня сейчас, это как будто я та самая машина, которая ищет сигнал. То есть я ищу своего сына подсознательно, я его везде ищу и не нахожу. И у меня вот этот поиск, он много очень сил забирает. Плюс, безусловно, то сознание, что я знаю, что его нет рядом. То есть, да, я его чувствую, я его ощущаю, мне помогает канал, мне помогает то, что я себе говорю, мне помогает вера. Но вы же понимаете, что все равно физически его нет. То есть я не могу его поцеловать, я не могу его обнять. Это, мучает. Вот. И плюс еще, конечно, вот это очень неприятное ощущение, которое тебя настигает каждый раз, когда ты заходишь в какое-то новое место, где тебе, возможно, придется опять рассказывать всю эту историю твою. То есть мало того, что ты и так по жизни ходишь как по минному полю, потому что везде все напоминает, везде все тебя опять пытается ввести вот в это состояние горя. И ты все время находишься в состоянии бдительности, должен находиться в состоянии бдительности, которое занимает еще дополнительные силы. И плюс еще, когда ты вот приходишь в такие места, как вот в ресторан мы пришли, вот я за малиной это приехала, или вот в фруктовый сад, где мы брали абрикосы. То есть там мне приходилось заново рассказывать все. И это еще не все. То есть есть люди, которые среди там, мастеров, с которыми мы работаем, а мы действительно работаем со всеми многие-многие годы, все время приходится эту историю заново рассказывать. И это вот как бы ощущение, что вот плюс к этому минному полю ты еще идешь, и все время у тебя вот такое, знаете, ты подобрался, и как прям... Я не знаю, как какой-то разведчик, который постоянно ожидает нападения, или когда он на вражеской территории находится. То есть ты все время отлавливаешь и ждешь подсознательно удара под дых. И ты к этому пытаешься подготовиться, а подготовиться к этому нереально. И ты никогда не знаешь, когда тебя это настигнет. То есть вот это, пожалуй, тяжелые аспекты горя, которые сверх того, что сама по себе потеря, она тяжелая, но это то, что очень сложно купировать, потому что хорошо, если ты находишься, что, как говорят сейчас модно, в ресурсе. Вот если ты находишься в ресурсе, то достаточно легко, если ты выспался, если ты хорошо себя чувствуешь, у тебя не болит голова, ты получил какую-то там духовную поддержку, там, я не знаю, видение, предположим, у кого-то, да, вот у кого-то просто духовная поддержка, тебе что-то хорошее сказали, с друзьями встретился. Тебе становится легче, и ты находишься вот в ресурсе, да, вот это вот. Тогда ты к этому относишься проще, хотя ты этого ждешь, но у тебя есть силы на отбить этот удар. А иногда бывает, когда ты просто не в ресурсе, когда, например, тебя настигает, вот ты только проснулся, ты еще, в принципе, со сна беззащитен, и вдруг тебе там звонит мама и начинает плакать по поводу Ваньки. И это опять вызывает у тебя еще более сильную, хотя мои родители стараются мне ничего не говорить, потому что они понимают, что мне это тяжело, но у них не получается. Понятно, что в таком возрасте уже сил меньше. И
просто иногда хочется закричать, сказать, ну не на них закричать, а в целом, что типа не надо, мне сейчас не надо говорить ничего, потому что мне самой плохо, давайте попытаться как-то пережить это, ну просто не мучить друг друга. Но я вот понимаю, что делать этого нельзя, потому что любому человеку нужно выговориться. И получается, что я выговаривалась вчера подруге, выговорилась, иногда я выговариваюсь психологу, но я стараюсь не выговаривать близким, потому что им и так тяжело. И муж у меня тоже очень старается, но тоже не всегда у него выходит, и у родителей не всегда не выходит, да и у меня, наверное, не всегда получается. Вот, и это, конечно, очень тяжело, и усталость. То есть вот, что бы я, пожалуй, порекомендовала сегодня тем, у кого горе, не ропщите за эту усталость, не старайтесь дать такую же производительность в вашей жизни, как обычно. Немножко старайтесь жить лайтово. В каком плане? Потому что я понимаю, что я сама себе сейчас противоречу, потому что я говорю, будьте все время заняты, чтобы ваши мысли были заняты, чтобы вы чего-то старались сделать. Но если вдруг вы чувствуете, что вот конкретно сейчас у вас совсем нет, батарейка села, вот вы все делаете правильно, у вас всегда все получается, как у меня, вот сейчас у тебя села батарейка, тогда нужно просто сделать паузу. Просто сделать паузу, потому что организму тяжело, то есть организм находится в стрессе. И для этого очень хороши всякие телесные практики, типа там массажа, например. Вот. И позитивных эмоций, может быть, иногда чисто физически поспать. Ну, просто лечь, закрыть глаза и поспать. Если ты чувствуешь, что тебе этого очень хочется. Понятно, что мы все же от себя требуем максимума всегда. И мне трудно очень было сегодня вот лечь. Я думаю, мне надо править субтитры. Я чувствую, просто глаза у меня закрываются. Я отложила компьютер, меня вырубил. Вот, поэтому, знаете, как в Гарри Поттере говорил грозный глаз Грюм, бдительность я читала на английском, не помню дословно русский перевод, но там будьте всегда бдительными. То есть бдительность — это все. Мы не должны терять бдительность ни на минуту в этой ситуации, когда у нас и так тяжело. То есть мы должны отслеживать реакции нашего тела, мы должны отслеживать реакции нашей души, нашего ума, нашего духа и пытаться как-то найти вот это хрупкое равновесие. Вот. И пожалуй, наверное, вот это главная мысль этого моего видео, что нужно иногда действительно дать себе отдых, немножко не сделать того, чего себе планировали, или сделать это позже, но дать себе возможность отдохнуть, дать возможность вот этому постоянно ищущему прибору, который постоянно ищет сигнал, немножко тоже его как-то попытаться отключить. Однозначно, что стараться в этой ситуации не думать о том, что с вами произошло. Вот даже когда очень хочется спать и приходят эти мысли, нужно просто пытаться сказать, что моему сыну сейчас хорошо, и он очень хочет, чтобы я сейчас отдохнула. Кстати, моя подруга, психолог, она сказала, что далеко не у всех работает такая история, что, вот как я говорю, надо смотреть в глаза своему страху. У меня это получается, потому что я вот иду в ресторан, я еду на дачу, я принципиально, кстати, я не осталась на ночь, но не потому что побоялась, просто много очень дел у меня накопилось. Я поняла, что не будет это нормально. То есть завтра тогда придется раньше вставать, а я сейчас с трудом встаю раньше, то есть поэтому я уехала. То есть, я стараюсь смотреть в глаза своему страху, потому что я знаю, что я это смогу выдержать. Не все могут это сделать. Поэтому, если вы чувствуете, здесь я тоже, видите, как в связи с тем, что это дневник, у тебя же все время появляются новые знания, новые мысли. Поэтому я добавлю к тому, что я раньше говорила, смотри в глаза своему страху, если ты можешь. А если ты чувствуешь, что это тебя будет убивать, то тогда не делай этого. Либо постарайся сделать какой-то маленький. Потому что, знаете, иногда же тоже получается, что ты чего-то боишься, а потом ты начинаешь это делать, и оказывается, что ожидания и страха были сильнее, чем сам страх. Тогда просто надо попытаться сделать первый шаг и себя внутри
проэкзаменовать, как тебе стало хуже или лучше. Если чувствуешь, что хуже, то лучше сделаешь шаг назад и дай возможность себе восстановиться. Потому что меньше всего мне хотелось, чтобы мои советы и рекомендации кому-то повредили, правда. Я буду стараться привлечь на канал помощь специалистов. И очень надеюсь, что очень скоро у меня выйдет видео с таким специалистом, потом, может быть, и не с одним. Но пока ни в коем случае не воспринимайте, то есть всегда слушайте, все-таки слушайте людей, окружающих вас, слушайте родственников, психологов, врачей и так далее, но все-таки больше всего слушайте свое тело. Оно вам подскажет лучше всех, что делать. Я на этом заканчиваю. Сегодня мне очень не хочется еще несколько часов редактировать это видео. Сегодня я хочу чуть-чуть побольше отдохнуть, хотя времени уже 5 часов утра. Я желаю вам услышать себя, слушать себя, услышать себя и делать все, чтобы вам стало лучше. И молиться за своего ребенка, за своих родственников, за себя самих, за себя обязательно, чтобы просить помощи ваших детей ушедших, чтобы они помогли вам вот это все преодолеть. Я вам желаю, чтобы все у вас было хорошо, чтобы ваша батарейка не садилась. Я вас всех обнимаю дистанционно. Спокойной ночи, спокойного времени суток, хорошего дня. Все зависит от того, когда вы меня смотрите. До свидания, мои дорогие.